Усім привітання! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. И сегодня будет мастер-класс по вязанию вот такого вот маленького кротика. Схема немного похожа на схему мышки, которая есть бесплатно на моем канале. Но сегодня я хочу вам показать, как вязать вот такого кротика. Тут мы некоторые моменты поменяем. Расскажу, во-первых, как вывязывать хвостик. Во-вторых, мы с вами сделаем вот такие вот пальчики у кротика. Покажу, как это делать. Здесь вот вообще идеально получились. Они такие остренькие вышли. Вот, в остальном, в принципе, мастер-классы похожи. Вязать я в этом мастер-классе не буду. Я покажу вам именно оформление всех участков. Единственное, остановлюсь на вязании носика, потому что тяжеловато там идет. Мы просто вместе с вами его свяжем. Сейчас вы на экране будете видеть схемы. Также схему можно будет найти в инфобоксе. Заодно вы можете посмотреть, как сейчас я оформляю мастер-классы, которые новые делаю. В чем плюс этих мастер-классов? То, что я стараюсь вместить много материала в маленькие объемы. Дело в том, что обычно мастер-классы занимают много страниц, это там, от 10 и больше. Я же решила сделать так, чтобы можно было распечатать 2, 3, максимум 4 странички и не тратить листики бумаги, да, чтобы было все экономно. Поэтому вы посмотрите, как я оформляю. И вот в таком мастер-классе, в принципе, можно распечатать только 2-ю и 3-ю страничку, непосредственно где схема находится. А весь материал по сборке можно посмотреть непосредственно на телефоне, да, на каком-то электронном носителе. И также видеоматериалы можно посмотреть по ссылкам. Итак, давайте я вам сейчас тоже на экране напишу на русском и на английском схемы. Значит, схема вязания головы сейчас вы видите на экране. Схема вязания туловища также вы видите на экране. Схема вязания нижних лапок. Одну лапку я уже оформила, вторую оформлять будем вместе с вами. По итогу у вас, когда вы свяжете, получится вот такая палочка. Потом мы оформим, получится лапка вот такая. Тоже схему вы видите на экране. И последняя деталька — это ручки. Тоже ручки, одну я полностью оформила, вторую я еще не довязала и не дооформила. Будем с вами это делать вместе. Схему вы видите на экране. Все детальки я вам показала. Сейчас мы с вами, я покажу, как начать вот здесь вот вязать носик, чтобы он был красивым. Значит, вяжем мы из Yarnart Iris я вязала. В принципе, вы можете взять ниточку потолще, например, Vita Coco Cotton, и вязать крючком 1,25. Я же буду вязать из ириса крючком номер 0,7. Значит, все детальки, когда вы будете вязать, кроме детальки туловища, хотя тут тоже можно, все эти детали я начинаю с вязания двойного кольца амигуруми. Это делается для того, чтобы потом не было никакой дырочки в начале вязания, чтобы носик смотрелся аккуратно. Здесь у этого крота я сделала носик более розовый, но мне такой вариант не очень понравился, поэтому потом я решила делать все-таки более бледно-розовым. Так, значит, начинаем мы с двойного кольца амигуруми. Наматываем на указательный палец 2 витка и провязываем 6 столбиков без накида.
Вытягиваем петельку. И теперь нам нужно затянуть кольцо амигуруми. Подтягиваем свободный кончик. Теперь то кольцо, которое у нас затягивается, мы его берем и затягиваем второе колечко. Плотно затягиваем. И теперь берем кончик и затягиваем до конца. Все кольцо мы затянули, оно у нас плотно и не разъедется. Возвращаем крючок на место и провязываем 4 столбика без накида, по одному столбику в каждую петлю. Обратите внимание, не пропускайте петли. Вот можно посчитать отсюда: 1, 2, 3, 4, 5, и вот оно 6-е будет вот сюда. Начинаем именно с вот этой петелькой. Если тут у вас плотно, сейчас я вам покажу, как можно сделать. Берете иголочку и вот эту петельку, в которую нам надо ввести крючок, проводите иголочку через эту петельку, чтобы она стала более свободна. Еще раз проверяем, туда ли мы вводим. Плотно провязываем 4 столбика без накида, по одному столбику в каждую петельку. Вытягиваю я ниточку, беру какой-нибудь инструмент, в данном случае у меня ножницы, и выворачиваю вязание, все петельки выкручиваю в обратную сторону, потому что я вяжу лицом наружу. И провязываю убавку. Убавку я делаю невидимую. Если вам сложно сделать невидимую убавку, то делайте как обычно. Я же подхватываю одну полупетлю, вторую полупетлю. Так, под камерой не очень удобно. Хорошенько затягиваем. И на этом этапе я не провязываю до конца. Беру серую ниточку. Прикладываю и довязываю столбик серой ниточкой. Далее по схеме у нас идет, обратите внимание, где у нас находится следующий столбик. Вот он где. Провязываем один столбик без накида. Ниточки все я провязываю внутри столбиков. Далее идет прибавка. Далее идет один столбик без накида. Далее прибавка. И один столбик без накида. Вот эти ниточки, которые у нас шли внутри
Рабочая нитка у меня вот здесь находится. Остальные можно обрезать. Дальше уже будет вязать легче. Дальше я провязывать вместе с вами не буду. Утяжки головы. Для начала нам нужно закрыть вот это отверстие, которое у нас осталось от вязания. Закрыли. Теперь берем иголочки и вот где у нас шло маркерная ниточка, приблизительно получается, что у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Между 8 и 9 рядом я ставлю первую иголочку. Наверное, поставлю вот сюда, чтобы переход цвета у меня оказался внизу. Маркерную ниточку берем, чтобы она нам не мешала. Ставим ровненько. И теперь ставим там, где мы будем делать утяжки для глаз. Я поставлю на глаз, приблизительно вам скажу, где это будет расположено. Значит, я ставлю первый, где бы я хотела, чтобы располагался глаз. Так как у меня смена нити была здесь, то здесь, в принципе, никакого смещения ряда нет сверху. Поэтому я провожу иголочкой по этому ряду и приблизительно ставлю вот здесь. Смотрю, насколько у меня симметрично. Вижу, что вот здесь расстояние между иголочки ближе. Соответственно, эту я опускаю вниз. Проверяю. Переворачиваю вверх ногами. Проверяю еще раз. Иголки стоят криво, но проверить можно. Мне нравится, как стоят вот эти иголки, но не совсем нравится, как стоит вот эта иголка. Соответственно, я буду делать середину, фиксацию ниточки. Сейчас покажу вам как. Буду делать вот вокруг вот этой петли. Вот. Это у нас будет шея расположена и глаза. Значит, глаза у меня расположены, будут расположены утяжка между 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, наверное, да? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между 7 и 8 рядом, а шея между 8 и 9. Еще раз покажу. Провожу вот в это место, где у нас здесь будет фиксироваться ниточка. Вынимаю иголочку. И вот там, где у меня были эти иголочки, вот вокруг этого столбика, я делаю такую закрепку, чтобы я, когда делала утяжку, у меня не потянулась вот эта вот часть. Ее подтянуть можно немножко, чтобы она выпуклой не была. И делаю закрепку. Провожу иголку в первое место, где будет гладик. По диагонали вывожу на ряд ближе к носику и по диагонали в дырочку. Ближе к носику по диагонали. Ой. Смотрю, где у меня была закрепка. Вот она видна, если ее подтянуть. И делаем утяжку. Я накручиваю на палец, чтобы зафиксировать. И пальцем вдавливаю.
утяжка. Здесь я не фиксирую и вывожу сразу там, где у меня вторая иголочка. Как раз ее и выпала она. Придерживаю здесь глазик. И здесь тоже на ряд ближе и по диагонали. На ряд ближе по диагонали на один столбик. Вывожу в шею. Снова подтягиваю. Смотрю, чтобы утяжки у меня были одинаковые. Если вы очень плотно набивали голову, то можете сделать еще раз по тем же точкам утяжки. То есть пройти и еще раз утянуть. И у вас утянется сильнее тогда. У меня нет смысла это делать, потому что голову я набивала не очень плотно, не до каменного состояния, но достаточно плотно. То есть умеренно набила. И просто внутри, между столбиков, я фиксирую ниточку. Вывожу постоянно между столбиков. Вот. Больше у меня нигде утяжки не получаются. Вот такая мордочка. Шея утянулась и глазки. Если где-то подтянулось полотно, мы его выпрямляем. Обрезаю ниточку, она нам не понадобится. Голова готова. Кроты вообще у нас практически слепые, но все-таки у них есть глазки. Поэтому мы небольшие глазки сделаем. Я использую глазки 2-миллиметровые, не очень большого размера их подобрала. Глазки с AliExpress. Намечаю место, где у меня будут глаза. Это вот там, где у нас стояли иголки. Изначально пины. Здесь вот будет глазик. И с другой стороны тоже вот ниточка идет. Вот утяжка. И вот здесь вот, где стояли иголочки, там я буду делать отверстие. Чтобы сделать отверстие, можно воспользоваться ножницами, но я заметила, что иногда все-таки ножницы своим краем разрезают полотно. Поэтому я буду использовать вот такие вот щипчики, чтобы сделать отверстие. Также можно воспользоваться шилом. Делаем отверстие. Сначала одно отверстие сделаем. Глазки я буду вклеивать. Если вы видите, что маленькое отверстие, вот я смотрю, какие инструменты у меня есть, чтобы расширить отверстие для глазика. Вот такое вот получается. Теперь я укорачиваю эти глазки. Можно сделать петельку и пришить их. Я пришивать не очень люблю, я люблю приклеивать. Эти игрушки не предназначены для детей младше 3 лет. А те, кто постарше 3 лет, они уже глаза не вырывают. Беру клей Момент гель. Наношу на какую-нибудь поверхность, без разницы какую, капельку. Закрываю. Беру глазик и смачиваю в клее. Не пожалела я клея. И вставляю в глазик отверстие. Глазик в отверстие вставляю. Вот таким вот образом. Сейчас я налью еще клея, потому что мало оказалось. И делаем отверстие для второго глазика.
Смотрим, если наполнитель достается, затаскиваем его назад, заталкиваем, делаем отверстие. Берем глазик, обмакиваем в клей. Сильно много клея не берите, потому что если останется на стенках вокруг глаза, то, особенно если вы из черной пряжи вяжете, будет белые остатки клея торчать. И ставим глазик. Вот такая, очень похожа на мышку, которую мы вязали в другом бесплатном мастер-классе. Глазки готовы. Следующий этап — это пришить тело к голове. Завершаем отверстие вязания на туловище. Выводим нитку в шею. Подтягиваем, чтобы здесь не было такого. Здесь гладенько было. Вводим иголку там, где у нас шея, вот в эту ямку. Выводим между столбиками и между рядами. И здесь я вам покажу, как еще можно зафиксировать голову, чтобы она и поворачивалась, и не проходить иголкой через всю голову и через все тело. Мы возвращаемся в шею. И теперь подхватываем там, где у нас были столбики в кольцо амигуруми. Мы их подхватываем и снова выводим через голову между столбиками и между рядами. Так делаем несколько раз. Но я смотрю, что у меня нет нигде такой большой ямки, которую нужно было бы еще подшить. Проверяю. Голова крутится. Поэтому я ниточку прячу внутри головы. Либо можно пройти один раз через голову, в шею и через туловище вывести тело, чтобы еще раз зафиксировать. Мало ли там плохо зафиксировалось. И теперь ниточку эту я прячу. Прячу без узелков, просто внутри наполнителя.
Отрезаем. Все, тело у нас пришито, голова поворачивается. Носик можно вот так вот поджать вверх, чтобы он смотрел немножко вверх. Следующий этап. Делаем красивую лапку с помощью утяжки. Для этого закрываем вязание. Лапку я чуть-чуть набивала наполнителем, именно серую часть. Теперь выводим нитку между вторым и третьим, ну, я бы сказала, больше во второй ряд, когда мы поменяли цвет серый. Подхватываем, если вот от розового считать, второй ряд, от серого, если считать, второй ряд розового. Подхватываю под петельки. Вот это у нас потом подтянется, вот эта ниточка. И ввожу в то же самое отверстие. Иголку вывожу. Вот таким вот образом. Подтягиваю. У нас подтянулась первая и вторая ниточка и подтянулась лапка. Фиксирую несколькими стежками утяжку. И вывожу иголку с внешней стороны лапки где-то в последнем ряду. Вот таким образом. Провожу иголку сквозь лапку. Беру кротика и смотрю, куда буду пришивать лапки. Для ориентира, если от конца вязания, это 1, 2, 3, между третьим и четвертым рядом. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться. Берем вторую лапку. Пока что иголку не вытягиваем. Просто как на шарнире используем иголку, смотрим, подойдет ли нам такой вариант. Мне, в принципе, нравится. Если сидеть крот будет, тоже хорошо. Небольшой зазор есть между попой и ножками, но если я подниму выше, то уже не будет так красиво смотреться, поэтому я оставлю так, как есть. Вытягиваю иголку. Теперь я от этой лапки иду вот сюда, вот от тела. Ввожу в ту же дырочку, откуда вышла иголка, ниточка, и провожу сквозь тело между столбиками и между рядами. Вот так. Сейчас я возвращаюсь снова в лапку, в эту же, откуда я вышла, и возвращаюсь в эту же точку, потом обратно. Помогаем обязательно пальцем нашим с помощью дополнительных инструментов. Берегите пальцы. И снова возвращаюсь по диагонали.
Одна лапка у нас пришита, причем она поворачивается. Вторая лапка, видите, она еще болтается, потому что, ну, утяжка стала слабенькой. Поэтому мы переводим иголку по туловищу на противоположную сторону. И теперь по диагонали мы будем прошивать вот эту лапку, чтобы она точно так же у нас плотненько фиксировалась возле тела. Не забываем вводить в ту же дырочку, откуда выходила нитка. У нас должна быть одна и та же точка в теле. На лапке может быть точка в разных местах. И смотрите, у нас лапка больше не болтается. Когда вы пришиваете через тело по отдельности каждую лапку, такой вариант намного лучше, чем когда вы просто делаете, пришиваете туда-сюда вот именно лапки. Если вы делаете по диагонали, то это лучше. Для нижних лапок я всегда использую такой вариант. Стараюсь. Что мы делаем дальше? Мы выводим иголку там, где будет хвостик. И вывязываем хвостик. Вот я вывела иголку, подхватываю рядом столбик, нить под столбиком рядом. Делаю 5 воздушных петель. Делаю соединительный столбик во вторую петлю от крючка и провязываю 3 столбика без накида по одному столбику в каждую петлю. Фиксирую петельку иголочкой. Вот такой вот хвостик у нас получился. Он тонкий и длинненький. И пришиваю его, чтобы он ровненько располагался. Ниточки у меня осталось мало, поэтому буду выкручиваться тем, что у меня есть. Можно сделать хвостик покороче, сделать 4 воздушные петельки. У меня вот такой вот хвостик. Все, фиксируем ниточку внутри туловища. И отрезаем. Можно несколько стежков для того, чтобы зафиксировать получше. Хвостик готов. Дальше мы занимаемся ручками. Довязываем до момента там, где мы провязали в ряду 8 столбиков без накида. Дальше нам нужно провязать, соединить петли. Мы захватываем петельку с одной стороны и захватываем со второй стороны. При этом одна петелька у нас осталась вот здесь вот
Петля одна осталась. Мы захватили с одной стороны и со второй. Провязываем столбик без накида. Снова захватываем столбик с одной стороны, со второй и провязываем их вместе. Захватываем с одной стороны, со второй и провязываем вместе. И я еще один столбик делаю вот под последний столбик. Один столбик у нас остался вот здесь вот. И под последний столбик я провязываю еще один столбик без накида. Итого 4. Вытягиваем ниточку и сейчас будем делать когтики. Чтобы сделать когти, нам нужно сначала зафиксировать вот эту ниточку. Для этого мы проводим под последней петелькой, делаем закрепку, чтобы у нас она вот так подтянулась. Далее мы делаем когти. Как мы делаем? Мы обхватываем последний ряд провязанных столбиков без накида. Делаем вот такую петлю. И вот ниточка у нас выходит, получается, перед петлей. Значит, мы иголку вводим за петлей. Делаем вот такую петлю. Она у нас получается остренькая. И ниточка у нас смотрит вверх. Мы проводим иголку снизу немножко по диагонали. Там, где у нас будет расположен следующий когтик. Выводим. Подтягиваем, но не сильно, чтобы у нас не ушло вот это вот коготь, он не спрятался. Чуть-чуть подтягиваем, чтобы здесь не было никакой слабой ниточки, но и сильно не затягивайте тоже. Точно так же делаем петлю. Здесь у меня получилась петля спереди, а нитка сзади. И я ввожу в обратную сторону. И снова затягиваем. Без разницы, где у вас получится петля, просто смотрите. Снова фиксируем, немножко по диагонали проводим иголку вместо следующего когтя. Всего нам нужно вышить 5 когтей. Снова делаю петлю. Смотрю, с какой стороны у меня нитка. Как-то непонятно. Все-таки она с этой стороны. С этой я делаю петлю. Нет, не угадал. Вот с этой стороны у меня нитка. Вот чтобы получалась такая скрученная петелька. И снова по диагонали провожу. Еще раз делаю петлю. Все равно у меня тут что-то не получается. Нитка у меня вот с этой стороны почему-то получается. Мне все время кажется, что она с обратной. Поэтому я перевожу ее в другую сторону. Это 4-й коготок. И по диагонали нитка, петля. И с обратной стороны ввожу последний коготок.
вывожу иголку по центру лапки. Вот такие пальчики получились. Желательно, конечно, в одну сторону делать, чтобы они получались одинаковые. Вот здесь вот прям одинаково выглядит. Под камерой, к сожалению, так идеально не получилось. Фиксирую и отрезаю. И последний этап — пришивание ручки. Я, когда вязала вторую ручку, я оставила длинную ниточку для того, чтобы потом ей воспользоваться и провязать. В схеме я это указала. Переводим на внешнюю сторону. Смотрим, где у нас будут ручки расположены. Тоже я смотрю, если вы вот так вот расположите, то у крота не будет шеи, прям будет высоко руки. Если вы расположите где-то здесь, очень длинная шея, тоже не подходит. Поэтому ориентируемся где-то вот так вот. От начала вязания это получается 1, 2, 3, 3. Ну, как бы можно было бы, наверное, да. 3-й, 4-й ряд. Выводим с обратной стороны. Можно 4-й, 5-й. Будут ручки тогда чуть пониже. Берем вторую ручку. И смотрим. Нравится нам такое расположение или нет? Ну, наверное, мне. Нет, я все-таки хочу сделать чуть пониже. На один ряд. 4-й, 5-й ряд. От начала вязания. У меня здесь, скорее всего, идет по спирали. Ну вот, наверное, да, так и оставлю. В этом ряду мне больше нравится. В данной игрушке. То есть я всегда ориентируюсь, просто смотрю, насколько длинной шеи я хочу сделать. Провожу назад по тем же точкам в туловище. В лапках это могут быть другие точки для того, чтобы зафиксировалась ниточка. Но в туловище обязательно одни и те же точки ввода и вывода нитки. Прохожу сквозь лапки несколько раз. И фиксирую сквозь туловище ниточку. Отрезаю нитку. Игрушка готова. Смотрим, поправляем, пока мы все пришивали, хвостик. Если где-то какие-то есть вмятинки в результате того, что мы делали пришивание с помощью иголки, их подправляем. Подправляем носик,
кому нравится вверх, кому не нравится. Смотрим, чтобы лапки у нас были расположены. Иногда, когда вы пришиваете тело, и мы жмем, и лапки одна может быть выше, вторая ниже. Поэтому смотрим, чтобы лапки были расположены на одном расстоянии. Также поправляем нижние лапки, чтобы они тоже, когда вы пришиваете, она может быть, например, вот так вот. Поправляем, чтобы она выглядела симметрично. Немножко косолапо мне нравится. Смотрите, как вам нравится. Снова хвостик поправляем. Все. Игрушка готова. Вот таких 2 кротика получилось. Серый цвет я использовала для того, чтобы вам было лучше видно. Но вообще кротики черные. Хотя, может, и серые есть. Вот. На фотографии я вам покажу, что по точно такой же схеме можно связать кротика размером 2,5 сантиметра. 2 таких кротика я связала и фотографировала вот с черным, насколько разница по размеру идет. Вот это черного тоже можно носик поднять вверх. На этом мастер-класс закончен. Напоминаю, что в инфобоксе вы найдете ссылку для скачивания его в PDF формате. Если будут какие-то вопросы, вы можете написать мне в одной из соцсетей, если вам что-то непонятно. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь и увидимся с вами в новых видео. До новых встреч. Пока-пока.